Всем привет, друзья подписчики, а также гости канала, с вами Радиус. Пришла мне радиостанция QIT 7900D с AliExpress. В этом видео покажу, как расширить диапазон приема и передачи для работы через речной диапазон, а также для работы через спутники SATCOM. В двух словах расскажу о этой радиостанции. Радиостанция имеет небольшие габариты. Имеет цветной информационный дисплей. Также в настройках можно выбрать цвета отображения символов и фоновых заставок. И выходную мощность, как заявленная производителем, порядка 20-25 Вт, в зависимости от диапазона. Работает в диапазоне VHF 144-148 МГц и UHF 430 и 440 МГц. Имеет 200 каналов памяти. Но после аппаратного раскрытия эта радиостанция может работать в диапазоне от 120 до 520 МГц, перекрывая речной диапазон, а также спутники SATCOM. Работает радиостанция от 12 вольт, очень хорошо подходит в машину. Даже есть в комплекте вилка для прикуривателя. И имеет очень большое меню настроек для каждого диапазона. Звучит как реклама, но я ее не рекламирую. Питаю радиостанцию от компьютерного блока питания, так как он выдает 12 вольт, да еще с хорошим током до 20 ампер. Приколхозил сюда вот такой китайский вольт-амперметр, который указывает напряжение и ток, потребляемый радиостанцией. Но есть у этой радиостанции и недостатки. Радиостанция очень боится большого КСВ. Выше 1,5 ее выходной транзисторы пин-диоды не выдерживают. Также она быстро перегревается и защит у нее никаких нет. Но кто не боится паяльника и может с уверенностью поковыряться с ней, проблем не будет после некоторых модификаций. Итак, перед тем как раскрыть эту радиостанцию, я покажу, что частоты, которые лежат вне диапазона, не вводятся. Вот, например, 299, 599. Видите, скидывается. Или, к примеру, 300 МГц тоже скидывается. Итак, есть очень полезный форум по этой радиостанции. В поисковике вводим QIT 7900 VRTP. Вот он у меня. Вот эта страничка. Переходим. В теме обсуждается, как сделать модификацию этой радиостанции, как ее улучшить, также как раскрыть частоты. Даже один человек поделился частотами для спутников SATCOM. На первой странице находим ссылку с программой для расширения диапазона. Переходим по ней и в облаке видим два файла. Скачиваем. После скачивания переносим эти файлы на рабочий стол. Подключаем кабель к компьютеру, который идет в комплекте к этой радиостанции. Ну, хотя он не всегда может идти в комплекте. Перед заказом обязательно убедитесь. Еще вам может потребоваться драйвер для кабеля прошивки. Он мне потребовался, так как моя операционная система не нашла его. Ссылку на драйвер я оставлю в описании под видео. Итак, мой компьютер. Жмем правой кнопкой управление, диспетчер устройств, порты. Итак, мы видим, отображается этот кабель. Профилик USB Serial COM порт 10. Если у вас в графе порты не отображается этот кабель, значит вам требуются драйвера. Запоминаем COM-порт, который присвоен кабелю. У вас может быть он и 7, 8, и 9. В моем случае это COM-порт 10. Все, с кабелем разобрались. Теперь устанавливаем программу для раскрытия диапазона, которую мы скачали с форума. В первую очередь открываем архив и извлекаем все содержимое на рабочий стол. Заходим в папку
и жмем Setup. Выбираем директорию, в которую устанавливаем программу. И жмем Enter. Нажимаем продолжить. Теперь находим программу в той директории, куда мы ее установили. Вот мы видим такой значок. Этот значок мы удаляем. И тот значок, который был скачан на рабочий стол, мы просто его копируем, переносим в эту директорию. И запускаем. Вот открылась программа, с помощью которой можно открыть диапазон и изменить все настройки этой радиостанции. Подключаем кабель к радиостанции. На задней стенке видим гнездо с надписью «Дата». Включаем радиостанцию. И запускаем программу. Радиостанция выключается. По новой запускаем радиостанцию. В первую очередь жмем на вкладку Communication. И выбираем тот порт, который был присвоен нашему кабелю. В моем случае это COM-порт 10. Жмем Confirm. Станция снова выключается. Запускаем по новой. Далее считываем информацию с радиостанции. Жмем кнопку Read. Станция немножко мигает. Информация считывается. После того, как информация прочиталась, радиостанция выключается. Запускаем снова. Выбираем следующую вкладку Option. И снова жмем Read. Станция прочиталась. И снова включаем. В этой вкладке можно изменить приветствие, но я оставлю как есть. Единственное, что поменяю, это название на нижней строчке дисплея. После чего жмем кнопку Write. Станция выключается, после чего ее снова запускаем. И мы видим, что на нижней строчке дисплея надпись поменялась. Следующая очень важная вкладка — Сигнал. Выбираем DTMF. Считываем информацию. Обязательно убираем галочку в этом чекбоксе,
Master and Device ID. Это делается для того, чтобы обезопасить нашу рацию от внешнего управления через эфир. Злоумышленник может передать код через эфир и получить доступ к нашей радиостанции и ввести ее в оглушение, также заблокировать. И потом снять эти ограничения можно только повторной прошивкой. Так что снимаем и жмем в Write. Следующая вкладка Other. Она появилась из-за подмены файлов при установке программы с форума. В этой вкладке мы расширяем диапазон частот этой радиостанции. Читаем. Запускаем. На форуме ребята советуют расширять частоты в этих пределах. Жмем в Write. Пробуем ввести частоту, которая у нас до этого не вводилась. Частота успешно ввелась. Итак, наша радиостанция раскрыта и сделаны нужные настройки. Теперь попробуем загрузить частоты для работы через спутники Satcom. Как говорил я ранее, на форуме ВРТП есть файл с частотами. Заходим. Ищем 9-ю страницу. Вот этот файл. 7900. Расширение MDET. Человек пишет: делюсь теми, что забиты у меня 44 канала на Индийский океан. Автору этой ссылки большое спасибо. Скачиваем этот файл и переносим его на рабочий стол. Запускаем программу, считываем. Перезапускаем. Заходим во вкладку «Файл», открываем «Open», ищем наш файл в той директории, куда мы сохранили на рабочий стол. Вот этот файл 7900.dat. Выбираем, жмем Confirm. И мы видим все частоты, которые были на этом файле. Жмем кнопку Write. Перезапускаем. И пробуем. Выбираем режим каналов.
И мы видим эти частоты с файла. Видим, есть индикация разноса частот. Пробуем на передачу кратковременно. Частота меняется. Со временем можно будет записать в программу еще рабочие частоты и залить их на радиостанцию. На этом аппаратная модификация завершена. Все прошло успешно. Но это еще не все. В следующем видео покажу, как я ее буду переделывать, паять и добиваться лучших характеристик. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Застончик у меня, вот приобрел эту анусеку, в принципе сам переделал ее сейчас. Продолжаю изучать дальше, думаю, может что посерьезнее взять, там антенку посерьезнее. Понял, спиральку делайте. Вот. Ну застона сейчас не те времена уже. Не, ну можно подходить почему там, но не то, не здесь. Тут то гаша, то все, то подшлюшники, гашаны всякие. А так, есть банки, дунуть можно, но не то, мало мощенки там. Сейчас Вт 30 минимум надо осадками, вот, в наше время. Ну ничего, потихонечку изучайте. А сколько мощи в вашем аппарате? Я его вот буквально на днях собрал, а приборчика нету померить. Вот собираюсь завтра там до магазина доехать, ну, типа Мир Антенн посмотрю. А так, в принципе, заказал в Китае. Что-то долго идет. Поэтому, ну, в принципе, я думаю, около 8 там получается. Но это на вскидку. Ну, нормально. В целом никто не давит. Все отлично. Вот. Вперед подходить включали. Шумели вы по мелочи. Сейчас, видать, или антенну поправили, или что. Ну, нормально как бы. Ясно. А крестики сколько элементов? Крестик там 2 элемента. Ну, в принципе, я вот сейчас работаю с улицы. Поэтому, в принципе, антенну как бы точно вот не держу направление точно. В принципе, антенна туда-сюда гуляет. Поэтому, может, сигнал меняется. Понял. Ну, 2 элемента. Что там держать? 2 элемента из рулетки. 100 пудов. Вот. Там получается диаграмма градусов 60. То есть там, направлять особо никуда не надо. Да. Ну, я вон на выходных наездить не получилось. На те, может, тоже 350 в машину закинул. И тоже крест закинул, так сказать, вот. Ну, нормально, блин. Ну, вот у меня вот этот крестик, короче, получается, и яги 5-элементная, но не кросс-яги, а обычная яги, но кросс, в принципе, впереди. Вот я думаю, сейчас со спиралькой там проблематично, ну, с местоположением просто спиральку делать. Ну, а кросс-яги можно, в принципе, поставить. Прием. Понял. Да яги, ну их 2 штуки вон висят. Не то тур, не то уже. Ага, ну отлично. Интересно, что за радио? А там что? Анусека. А модель какая? Цифры какие? Чтоб загуглить. Анусека У9 там, я вот У9 плюс там идет. Она получается, вот если параллельно, программа очень похожа с Застоновской, только отлично клавиш, то есть можно боковые клавиши назначать. А так, в принципе, программа 1 в 1 идет. Ага, ну ясно. Ну, блин, тому кто давит, хер ты давить. Блин, он там на 5 ваттов. Чего вы включаетесь-то? Ну все, понятно. Понятненько. Ну ладно, ребята, спасибо за общение. В общем, буду продолжать изучение. В общем, такие дела. Ладно, до свидания всем. Давайте, вам тоже удачи в развитии, как говорится, продвижении в радио. Вот, слушайте эфир, подходите почаще.